Вообще, на самом деле, уже могли бы писать и заказывать рекламу. Не спи. Что ты спишь? Тут такой обзор идет. Классный. Этому парфюму есть место у вас. Быть на полке. Чуть встряхнем. Стариной. Всем привет, с вами Прием из Блескус, и это ваша любимая рубрика «Парфмания». Рубрика, в которой я знакомлю вас с миром духов, от люкс-класса до масс-маркета. Также я выставляю свою субъективную оценку, презентую вам, какие есть ноты, что у нас внутри, что по цене, что по рейтингу. В принципе, я экономлю ваше время и, возможно, финансы. Сегодня мы препарируем самый эстетичный бренд современности – Byredo. Я покажу вам ароматы, которые стали символом тихой роскоши и чистоты. Досмотрите до конца это видео, потому что сегодня мы сравним классику с ее самой дорогой версией. Погнали! Но прежде чем мы начнем с вами слушать запахи, я вам вкратце расскажу об истории. История бренда Byredo очень интересная. Его основал парень по имени Бен Горхев в 2006 году в Стокгольме. Самое интересное то, что сам Бен вообще не парфюмер. Он бывший профессиональный баскетболист, который после завершения своей карьеры случайно познакомился с миром парфюмерии. Представляете, и такое бывает. Он, конечно, понял, что ароматы могут вызывать абсолютно воспоминания гораздо сильнее, чем картинки. У Бена отец канадец, а мать из Индии. И он хотел соединить в своих духах этот скандинавский минимализм и восточные специи. Название Byredo – это сокращение от фразы by redolence, что переводится как необязательный аромат или вызывающий воспоминания. Он не стал делать какие-то вычурные флаконы, а выбрал максимально простой дизайн, который сейчас копируют все. Его идея была в том, что он внутри флакона не просто жидкость добавляет, а чья-то личная история от поездки, допустим, в Африку до запахов чистой рубашки. Именно эта простота и честность сделала бренд одним из самых востребованных в мире. Пара слов об эстетике, ведь Byredo – это скандинавский минимализм в чистом ее виде. Давайте с вами обратим внимание на эту прекрасную коробку. Кажется, что здесь ничего необычного нет, но вы только посмотрите, это чисто белая фактурная коробка, и она очень мягкая. И знаете, какая самая интересная деталь? Вот так она открывается. Самая интересная деталь – это магнитная крышечка самого бренда, которые начали, кстати, его копировать. Но еще здесь есть интересная деталь – это мини-записка. Здесь есть описание каждого флакона. То есть у нас здесь есть картинки, которые можете посмотреть, зазумить можно. Интересная подача, как я говорю, на максималке. Ну что, приступим к первому флакону. И первое, что сегодня я хочу послушать и вас ознакомить, это будет Bal d'Afrique Eau de Parfum. Но сначала давайте я загляну в свою книжку знаний, где что, в принципе, говорит нам производитель. Значит, производитель нам говорит об этих красивых духах. Значит, они нам говорят, что это любовное письмо африканской культуре, чтобы вы понимали, смешанное с парижским авангардом 20-х годов. Обещает эйфорию и энергию. Ну, давайте с вами слушать, есть ли там энергия и доля Африки. Ну что, я чувствую очень много ассоциаций сразу. Я буду говорить ассоциации. Это лето, это какая-то летняя прогулка, какой-то летний вечер, либо раннее лето, когда еще цветут цветы, тут жасмин, какой-то
поле, как будто, знаете, вот только-только-только вот начинает цветение, все просыпается, природа просыпается, фиалки, я не знаю, отдает, и легкий цитрус, как будто бы здесь есть лимон. Я чувствую здесь лимон. Теперь давайте, как вы уже знаете, если вы смотрели рубрику, то вы уже в курсе. Если еще нет, то давай подписывайся, ставь лайк и обязательно оставляй свой комментарий. Какие твои будут тут самые любимые флаконы? Что нам сам производитель говорит, какие ноты есть в данном парфюме? Значит, мы видим, что у нас верхние ноты это бергамот, лимон, нероли и африканские бархатцы, а также бучу. Вот это, конечно, интересный состав. Средние ноты это у нас, как я уже сказал, фиалка, я ее чувствовал, лепестки жасмина и цикламен. А база это у нас черная амбра, мускус, интересно, ветивер и марокканский кедр. Вот это очень интересное сочетание. Я скажу, что такие чуть-чуть они не совсем легкие, чуть-чуть тяжеловатые. Ну вот минимально, вот они на пределе. Но вечерний, это больше вечерний будет такой запах. Далее, что нас с вами интересует, это стойкость. Ведь это очень важно, стоит ли переплачивать за сам парфюм или нет. Данный парфюм, линия, она у нас держится от 5 до 6 часов. Ну, не густо, да, но так как у нас этот парфюм считается более летучий. Цена этого парфюма – это то, что интересует обычно всех. Потому что цена у него, скажу вам, она не совсем такая уж маленькая. 100 мл вот этого прекрасного парфюма будет стоить около 245 евро. Ну, это уже вам решать. Стоит, нужны ли они вам или не нужны. Ну, решайте сами. Что же у нас еще интересует? Это рейтинг самих парфюмеров. И этот парфюм сами парфюмеры оценили, чтобы вы понимали, 4,5 из 5. То есть это очень высокая оценка для парфюма. И он очень довольно-таки считается эталоном позитивной ниши. Но единственная критика, за которую парфюмеры раскритиковали, это, естественно, стойкость. Ну а теперь пришло время моей оценки, насколько они мне понравились. Интересно. Моя оценка этому парфюму твердая 7. Простой, очень даже есть место быть этому парфюму в вашей полке. Он больше женский, хотя чувствуется нотка унисекса. Ну, а кому им пользоваться, это же опять-таки решать каждому самому себе или не себе. Неважно. Ну что, на скандинавской индийской ноте мы с вами продвигаемся дальше. И что мы будем с вами слушать следующее? Это давайте берем мы с вами Бланш. Ну, сразу мы с вами не будем слушать, потому что нам говорит сначала производитель? Значит, сам производитель нам с вами говорит аромат, посвященный белому цвету. Именно имеется, наверное, скорее всего, просто сам как цвет. Обещание запах чистого тела и свежего постельного белья. Интересно, как пахнет свежее постельное белье. Это же зависит от порошка, по факту. Ну что, мы брызнули. Так, сейчас, что-то, мне кажется, многовато. Чуть встряхнем. Стариной. Сразу ассоциация, что мне идет в голову, это глубокое лето. Вот прям середина лета. Цветочное поле, либо какая-нибудь клумба. Ландыш. Мне кажется, там есть ландыш, либо вот этот цвет, как он такой кустовой, он растет, такой еще белый и розовый могут быть эти бутоны огромные. Пион, вот, пион. Знаете, когда он уже почти перецвел. Вот, знаете, вот чистое поле. Кстати, спа запах тоже возможно. Ассоциации тоже идут по факту. Тоже может массажный какой-то, массажный спа. Ну, бывает такое. Хотя спа это есть спа. Ну ладно, двигаемся дальше. Смотрим, что нам говорит производитель, какие там у нас есть ноты. Верхние ноты. Альдегид, розовая вода и розовый перец. О, это очень интересно. Средний нот это пион, фиалка, а я, по-моему, сказал про ландыши, ну не суть. Апельсиновый цвет,
нероли. Мгм. И база. Это у нас сандал, мускус и светлая древесина. Довольно-таки очень насыщенный такой у нас получается аромат. Ну, как бы он легкий, и в то же самое время он как будто бы чуть-чуть тяжеловатый. Но это чисто летний женский запах. Знаете, даже женщины 35+. Вот 35+, даже ладно, 30. Такой статный абсолютно аромат. Стойкость нашего бланша с вами это примерно от 4 до 5 часов. Абсолютно не густо. Цена, то что нас с вами всех интересует. За вот этот прекрасный флакон 100 мл будьте готовы оставить 245 евро. Цена, как я уже сказал ранее, не маленькая. Рейтинг, то что немаловажно. Парфюмеры оценили данный парфюм на 4 балла из 5. Не густо, но тоже вполне хорошая высокая оценка. Критики его технически восхваляют за безупречный аромат чистоты. Ну, тут соглашусь, есть такая легкая, знаете, вот чистота. И, конечно же, сами критики еще ценят за смелое использование альдегидов. Вот тут-то точно, потому что микс непростой. А теперь моя оценка этому парфюму. И я ставлю честную, твердую 7. Вполне адекватная, по моему мнению, оценка. Есть место быть у вашей полки. Чистота и летний вайб, если вы захотите, берите. Что, двигаемся с вами дальше. И дальше мы берем вот с этой чудесной коробки, достаем. Она уже даже сама открылась, выпала, поэтому будьте аккуратны. Мы с вами достаем вот эту красоту. Bal d'Afrique Absolu de Parfum. Красота. Тут даже крышечка другая, более древесная. Вы, наверное, хотите у меня спросить, зачем мне 2 одинаковых на вид флакона? В чем разница между классическим Eau de Parfum и Absolu de Parfum? Все просто. Eau de Parfum это акварель. Она летучая и яркая, но быстро исчезает. А Absolu это масляная живопись. Если в обычной версии около 15% парфюмерных масел, то здесь их концентрация уже доходит до 30-40%. Спирта меньше, масел больше. Поэтому и характер у них абсолютно разный. Давайте будем слушать. Тут абсолютно другая крышка. Но что нам говорит сам производитель? Производитель нам обещает, что вот этот Absolu de Parfum это у нас чисто экстракт легенды. Более густая, маслянистая и насыщенная версия для особых случаев. Ну, в принципе, как я и сказал, что тут на 30-40% достигает масел. Слушаем этот парфюм. Да, он более такой, видно, что на маслах более идет тяжелее. О, я уже чувствую интересный запах. Вот тут чуть-чуть уже проскальзывает люкс-класс, если честно, по мне. Чувствую цитрус. 100% цитрус там есть. Однозначно есть цитрус. И я чувствую, знаете, восточность. Вот в этом, скорее всего, вот эта индийская нотка, как сказал сам основатель, что хочет добавить вот эти специи, микс, они тут явно есть. Но 100% я вот чувствую вот цитрус, однозначно какие-то цветы. Опять это летний запах. Но он тяжеловатый. Не тяжеловатый, ремарка. Он чуть-чуть тяжелее, нежели предыдущие флаконы, потому что те были такие прям лето-лето, а это уже ближе к концу лета, вот к осени его можно даже использовать. Он такой статный, он 100% статный. Но давайте теперь посмотрим базу. То, что нас очень интересует. Не базу, а ноты. Значит, ноты. Какие у нас там есть ноты? Могли бы быть до, ре, ми, но здесь абсолютно другие ноты. Значит, у нас здесь бархатцы, лимон и бергамот. Представляете? Цитрус чувствуется. Средние ноты это у нас жасмин и фиалка. И база марокканский кедр, то, что я говорил, восточность. Ветивер, амбра и мускус. Вот, казалось бы, все так просто, но
непросто. Значит, стойкость – это, вот я буду говорить 100 раз, одна из важных самых критерий к парфюму. Eau de Absolut de парфюм – это у нас 10 плюс часов, потому что, естественно, там больше концентрация масел. Стойкость неплохая. Но что нас с вами интересует – это цена. За вот этот прекрасный аромат будьте готовы за 100 мл оставить сколько? 245 евро. Рейтинг. Как же оценили критики и парфюмеры наш с вами сегодняшний флакон Bal d'Afrique Absolut de парфюм? Оценку он получил, на минуточку, 4,7 из 5. Оценка выше, чем оригинал, потому что сам бренд изменил глубину и стойкость. И за это им большой плюс. А теперь моя оценка. И я с вами буду честен. Этому парфюму есть место у вас. Быть на полке. Моя оценка этому парфюму 9. Это очень классный, элитный запах. Ну, то, что люкс, то я люблю. Но не только. Масс-маркет тоже обожаем. Тоже в самое сердечко. 9. Заслуженно, заслуженно. Наша рубрика сегодня в первой части Байреда подошла к концу. Напиши прямо сейчас в комментариях, какой бы ты предпочел парфюм. Бланш, свежая чистая рубашка, либо чуть-чуть африканский вайб парфюм de Afrique. Какой парфюм de Afrique? Что я несу? Первая часть нашего с вами разбора и обзора на Байреда завершился прямо сейчас. Ты пишешь комментарий. Почему я говорю без ударений и без каких-либо пробелов? Потому что именно сейчас время написать комментарий. Ты бы за какой? За бланш, за свежую чистую рубашку, либо ты за африканский бал. Пиши, не стесняйся, если тебе понравился контент, ставь лайк и подписывайся, ведь твоя подписка, она очень важна, чтобы мы клепали бы вот такие классные обзоры. А это была первая часть, а во второй части мы с вами окунемся в потяжелее артиллерию. С вами был Приомас, всем пока!